Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, любители советских елочных украшений. Ну и, конечно же, приветствую всех тех, кто впервые зашел на мой канал и кто увлекается не только винтажными елочными игрушками и украшениями, а и собирает современные. Я у себя на канале стараюсь посвятить время одним и другим игрушкам, так что каждый что-то найдет для себя, а мы сегодня делаем что? Наконец-то возвращаемся и посмотрим до конца мои кремлевские игрушки великаны. Представляете, я все эти игрушки наконец-то достала. Они сейчас находятся у меня на столе. Их 32, оказывается, у меня штучки. Как раз и посчитала, достала, вот так вот замаскировала. Вы думаете, все так просто? Нет, нет, нет. Да, замаскировала так, что теперь хотя бы вовремя найти то, что хочу показать. Хочу начать вот с этого солнышка. Представьте себе, какая это огромная елочная игрушка. Чтобы легче было представить, мы сейчас как бы одну секундочку отставлю только в сторонку вот эту вот подвеску. Вот оно какое, это солнце. Как же представить, какого оно размера? Вот моя, друзья, ладошка, а вот оно, солнце. Представляете? Гигантское просто солнце из толстого, очень толстого стекла. Сейчас я вам покажу, какое толстое стекло. Вот. Кто еще не видел, никогда не встречал таких игрушек, представьте себе, практически толщина бутылочного стекла. Я во всех игрушках, практически во всех, уже почистила трубочки. И даже немножко разочаровалась, думаю, хотела показать, как я чищу трубочки, вот эти вот темные, загрязненные. Думаю, а все уже почистила. Оказывается, нет, не все почистила. И даже вот на примере этой трубочки можно будет вам, друзья, показать. Еще знаете, что... Да, вот это вот спрятала, сама ничего не могу найти. Как я чищу эти трубочки. Очень просто. Ничего особенного. Таких солнышек у меня 2. Помните, я сказала в начале видео, что всего у меня этих игрушек кремлевских 32 штуки. Это не значит, что у меня их 32 вида. Их даже и не выпускали 32 вида. Просто некоторые игрушки, они у меня как бы повторяются. Есть игрушки, которых есть вот как солнышко по 2 штучки. Вот яблочко, да. Есть игрушки, которых, оказывается, я-то думала, что у меня только 2 листочка, а потом оказалось, что у меня их, друзья, 4 листочка. К этому вернемся. Почему здесь яблоко? Кого-то это удивляет, а кого-то нет. Кто смотрел предыдущее видео, того удивляет. Кто только зашел, того не удивляет. Я показывала вот эти вот 2 яблочка. И помните, я сказала, вот, что вот это я здесь попробую как бы освежить, немножко так оживить окрас. Это яблочко было, ну, практически, вот желтизны ничего не осталось. А у меня есть краска по стеклу профессиональная. И поэтому, что я сделала? Взяла краску и вот только именно желтую, только желтую. И нанесла вот такой вот тонкий, почти прозрачный цвет этой краски. А вот к румянам, да, я называю это румяное яблочко наливное, я даже не прикасалась. Все потертости, все осталось по-прежнему. Поэтому яблоко сохранило свой такой винтажный, сказочный образ. Сегодня еще, наверное... Ой, время позволяет. Времени еще полным-полно. Только 4-я минута. Покажу еще 2 вот таких вот кремлевских желудя. Желудь. Правильно я произношу? Ну, игрушки, конечно, в люкс-сохране. Вы поверите, что они когда-то висели на улице? Почему кремлевские? Почему великаны? Ну, великаны из-за размера, а кремлевские их так просто в простонародье стали называть. Ну, потому что, во-первых, они размещались на больших
елках, которые устанавливали во дворцах пионеров, в клубах, ну, где там проводили эти утренники, праздники, елки. Ну, а второе, это что очень важно, этими игрушками украшали дворовые, это неправильно, елки, которые размещались в парках культуры, размещались на катках, на площадях. Понятно? Игрушка должна быть крупная. Это раз. Чтобы ее было видно на огромной елке. Там же елки и до сих пор устанавливаются 6, 7, 8, 10 метров. Можете себе представить вот такой вот шарик на такой высоченной, огроменной елке. Значит, игрушка должна быть крупной. Это раз. А второе, почему из толстого стекла? Все-таки природные условия, колышутся ветки от ветра. И если бы вот игрушки из тонкого стекла, они при соприкосновении с собой они бы лупились и бились. Поэтому игрушка крупная, из толстого стекла. А хотела бы я еще... Un моменту. Где же ты? Где же ты? Где же ты? Где? Вологде, 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 где? А вот где нашла. Я говорю, все так попрятала, сама найти не могу. Вот. Вот вам желудь натуральненький. Таким вот его создала природа. Да? А таким создал желудь человек на кремлевскую елку. Но человек же создал не только огромный такой вот желудь, человек же создал и вот такой вот миниатюрный желудь для елки-малютки, тоже стеклянный. Смотрите, этот миниатюрный, он даже, ну, он практически, смотрите, как настоящий. Как вот на такой миниатюрке можно было фокус. Фокус, не подводи нас. Мы восхищаемся. Ну, просто чудо чудное. Вот так вот природа, человек. Но может же человек создавать и прекрасные вещи. Не обязательно создавать танки, бомбы, гранаты. Я не знаю, что еще. А, листочки. Я показала только, помню, 2 листочка. Вот этот я показала. Вот этот я показала. Помните, с яблоками? А у меня их, оказывается, друзья, 4. Сейчас покажу тех, которые не показала. Ничем не отличаются, только окрасом. Этот вот такой вот зеленый. И еще один такой вот розовый. Какая прелесть. Ну и, конечно, кто на меня подписан, знает, я стараюсь покупать по мере возможности, если только на это позволяет мне моя судьба, находчивость и предприимчивость, находить игрушки в хорошем сохранении. А лучше всего, конечно, в коллекционном. Кремлевские игрушки, которые находились на улице. Представляете, как они сохранились. Прелесть. Будем чистить трубочку, аль не будем? Давайте почистим. Что я использую? Ватные диски, но это может быть любая вата, ну любая. Что еще беру? Беру еще жидкость для очков. Жидкость для очков. Но я думаю, там можно взять все, что угодно. И жидкость для очков, и перекись водорода. Я только не пробовала. Вот мне кажется, что даже самая простая вода тоже сдаст свой экзамен. Так, где у нас тут? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Смачиваем диск. Мокрый, мокрый. Складываю. Почему диск? Потому что там же огромное отверстие. Можно, конечно, и палочкой сделать, но диском намного проще. И вон туда поворачиваем, 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 поворачиваем. Обманула вас. Я вас обманула. Я, наверное, взяла чистую игрушку и начала ее чистить. Вот это да, вот это засада. Вот здесь, наверное. А ну хоть не видно? Да что ж такое? Сейчас. Ну, должна же быть какая-то игрушка у меня черная, грязная. Я так хотела вам показать, как это просто легко и приятно делается.
Вот это да. Сейчас поснимаю все подвески. Я, наверное, их все уже перечистила. Но мне казалось, что у меня что-то где-то осталось, что было грязное. Но это не совсем грязное. Мама дорогая, вот это да, вот это я попала. Теперь все скажут, что я просто... О, вот грязная, вот нашла. А то сказали бы, что я какая-то обманщица. Видите, как быстро и легко. Сейчас очень трудно через камеру. Тырынь, тырынь. Вот как быстро и легко очищается наша трубочка. В общем, солнышко меня спасло. Если бы не оно, все бы сказали, что я предлагаю какой-то совершенно неэффективный способ, который ничего не чистит. Как взяла ватку, покрутила, все осталось как было. Вот видите? Просто прелесть, просто красота. Я думаю, честно, надо еще с обыкновенной водой попробовать. Или перекисью водорода. Это просто пыль. Я думаю, так, игрушка была на улице. Колпачок, он же ж не плотно совершенно. Туда попадала просто пыль. Поэтому я во всех практически игрушках, вот видите, за исключением солнышка, слава богу, солнышко осталось грязной. Хоть показала, а то чуть-чуть не упала грязью в лицо. Не грязью в лицо, а лицом в грязь. Все, завершаю, закругляюсь, потому что как-то так распереживалась, что фокус чуть ли не удался, но все-таки в итоге удался. Друзья, посчитайте, сколько у меня их здесь. И 32 минус вот это, и мы будем знать, что нам еще предстоит посмотреть. Ну а пока-пока.